Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня я подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Еще одна каточка от него, ну что ж, посмотрим, что он сегодня нам приготовил, правильно? И я хочу, ребят, напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение, ссылка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно сделать. И также, раз ты уже перейдешь по этой записи, то обязательно подпишись на мой телеграм-канал, потому что я там пишу, когда у меня стримы, что там по обновлениям игры и все такое. Веду свой личный блог, а самое главное, что у меня там есть чат комьюнити, где мы все общаемся, делимся эмоциями, всякими билдами, вопросики. Короче, просто, если вы хотите поучаствовать в жизни канала чуть больше, я рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал и, соответственно, поучаствовать в чате комьюнити. Вот. Так, ну, старт на самом деле у него такой неплохой. У него есть Лина, Джаггер, Луна, и там на самом деле есть у него Марс. И тут, кстати, есть орк. Чернокнижники, можно было бы попробовать поиграть через богов орков. На самом деле, самый такой простой билд — это игра через богов орков. Ну ладно, давайте сейчас к этому перейдем чуть-чуть попозже. Я хочу, ребят, напомнить, что завтра, понедельник, будет стрим в 6 часов вечера. Поэтому я всех жду, обнял, приподнял. Все остальное я напишу в своем телеграм-канале. И также, ребят, я хочу вас попросить не забывать меня поддерживать все-таки лайком и комментарием от 3 слов, чтобы ролик продвигался в тренды и рекомендации. Все, ребят, обнял, приподнял, жду, соответственно, ваши лайки и комментарии. Все. Все, сейчас будем погружаться дальше в каточку. А, кстати, еще подпишись, если еще не подписан. Я хотел сказать, я, короче, выпустил сегодня днем вырезку с предыдущего стрима, потому что на предыдущем стриме, во-первых, было очень мало людей почему-то, ну, выходной, суббота, все там на шашлычки, все такое, все-таки скоро первый день лета, ну, точнее, уже сегодня первый день лета. Короче, вы поняли меня прекрасно, что я имею в виду, все отдыхают, чилят, наслаждаются жизнью. Вот, я поймал дикий лустрик. На стриме я сыграл там пару каточек, они более-менее удачные получились, но я пытался записать вот этот тут новый контент с новым героем, все такое. И что вы думаете? Вы думаете, у меня получилось записать новый контент с новым героем? Конечно, конечно, мне получилось его записать. Так получилось, что я отлетел топ-6. В общем, взял я нового героя, поставил 4 бога, полностью полуорков, поставил этого нового героя, закинул ему предметы. И скажу так, мне он не понравился. Во-первых, очень долгая анимация каста этой способности нового героя. А нормально так чел там придумал, маску берсерка закинул в гоблина-убийцу. Короче, попытался записать вот этого вот нового героя, и я максимально недоволен, если честно. Вот, ну вот, максимум моего недовольства. Так, он берет панду, и мне это уже не нравится. Знаете, почему мне это не нравится? Потому что вот топ-Не-1 бывает такая тема, что он, когда берет панду, ему все время какая-то легендарочка падает ранее, то еще что-то ему падает рано. Короче, все ему падает рано. Только я надеюсь, кое-что другое не упадет рано. Я думаю, вы поняли, о чем я, да? Ладно, не об этом. Не об этом. Боже, Саня, что ж ты несешь? Елки-палки. Ладно, все, проехали. О, нормально его так напетляли только что. Короче, мне не понравилось ни новая синергия, ни новый герой. Ну, не знаю, это хрень какая-то полнейшая. Надо увеличивать скорость каста и вот этого нового героя. Потому что очень долгая скорость каста. И прям, ну, не передать словами. Типа ты вот как бы играешь, кайфуешь, да, типа собрал этого героя, берешь ему какие-то там предметы, и он так начинает долго кастовать эту способность, что просто диву даешься. Меня это прям, ну, разбомбило по полной программе. Поэтому, ребят, давайте, кидайте свои идеи, как можно этого нового героя реализовать и под что конкретно. А еще я пытался записать Некра. И что вы понимали, сколько каток я сыграл? Да с какие сегодня? Я, по-моему, до 2 или до 3 ночи сегодня пытался записать контент. Честно говоря, я уже задолбался сам с собой говорить в этом моменте. Это было жестко. Серьезно. Я каток 4 сыграл с 10 вечера и до 2 ночи примерно где-то так. До 2-3 ночи. И вообще не шло. Оп, Тинкера продал, в 30 монет вышел. Окей. На самом деле сейчас так кайфово в экономику выходить. Очень кайфово. Типа, ты получаешь кучу бабла. И с помощью этой кучи бабла ты можешь, соответственно, выходить 50 монет ранних и дальше идти уже в уровень. Это кайф. А если ты еще играешь на лустрике, то это можно будет сделать еще быстрее. Ну, о, кто это там собирается. Там у чувака уже Никс, там у чувака уже это. Кстати, я не понял, почему он продал. Он мог 2 резаков поставить. Но я так понимаю, он полностью из-за того, что он играет сейчас через лустрик,
Он полностью упоролся сейчас в инкам. Ну, окей. Но я бы на самом деле себе купил бы еще одного резака и поставил бы его, потому что, ну, резак, он бьет чистым уроном, такой, ну, приятная фигура. Под орка-шамана было бы тоже топчик. И хпшка, и режет, и нормально. Но тут он, кстати, сейчас через лустрик, точнее, чувачков на лустрике напаял. И, соответственно, получит плюс одну монетку, выйдет 40 монет. Окей. На 9-м раунде у нее, по сути, уже будет 50 монет. Дальше пойдет в уровень. О! Чиназис. Чиназис. Вкусно. Предметы, кстати, пока не спешит переделывать. Окей. Смотрим дальше. Смотрим дальше, наблюдаем. Что-то еще я такое хотел сказать, ребята. Но по поводу своего вот этого черной полосы я сказал. Когда-то наступит белая полоса 100%. Ну, ладно. Ладно. Вспомнил, ребята. Я же сейчас вебку переместил. И мне нужно ваше мнение. Вот у меня вебка сейчас находится в правом нижнем углу экрана. Как вам она? Нормально ли? Стоит ли ее теперь так оставлять? То есть, вот сейчас, конечно, это на этом ролике будет она так чуть-чуть выше, но на моих роликах, когда я буду снимать, она будет находиться прямо в правом нижнем углу экрана. И вот скажите мне свой фидбэк на этот счет, стоит ли так делать или нет. Потому что моя вебка, когда стоит, как обычно, она закрывает половину экрана и закрывает половину предметов моих и тому подобное, типа. Поэтому мне нужен ваш фидбэк. Жду, соответственно, ответ. А еще, кстати, он только что чекал своих противников, увидел инсектоидов, отвисла челюсть, и он такой думает: о боже, как вы надоели. Я его прекрасно понимаю. Честно, люди, играющие на инсектоидах, это полные... Давайте вы сами напишите в комментариях, кто такие люди, играющие на инсектоидах. Да, мне там писали вчера, что на стриме, что так, что типа, ну инсектоидов же легко контрить, антимага тоже легко контрить, все дела. Но, ребят, давайте будем объективно честными. Их легко контрить, окей. Но будешь ли ты играть каждую игру на одном и том же билде? Вот просто ответь на этот вопрос. Тебе будет интересно 19 игр подряд? Ну вот так, там в записях 19 игр показываются. Ну будем говорить 20. Показывается 20 игр. Я вчера открываю чувака, он, ну, который на инсектоидах играл, вынес меня в топ-5, у него там люто фартануло, он ранее 10 взял. Ладно, неважно, короче, а то я сейчас уже в такие подробности вкладываюсь. В общем, открываю вот этого чувака, открываю его записи, а у него все игры инсектоиды. От А до Я. Это такой... Ну, объясните мне, ну как? Насколько... Ну, короче, вы поняли. Короче, вы поняли меня. Типа, я не могу передать словами, насколько, типа, это надо быть... Ладно. Так вот, чел играет 20 игр на инсектоидах, не знаю, зачем ему интересно, зачем и как ему прикольно и тому подобное. Кстати, у него 4 орк. Да, у него 4 орка, он может сейчас их спокойно поставить, плюс 400 хп, я бы, наверное, так и сделал. Да, 400 хп намного лучше, нежели потом он останется без хпшки. И, короче, вот. Кстати, может уровень взять и поставить еще и воинов сверху. Типа продать вот этого гримтача и поставить себе воинов. Ну и это кольцо бы я закинул в орка-охотника, чтобы он что? Правильно, чтобы он кастовал своего кабанчика раньше. Выйди из инкама, поставь. Я так понимаю, он просто забыл, как и я. Ну, трудно немножко привыкнуть о том, что ты за мобов получаешь бабки теперь. И я бы на его месте все-таки взял бы уровень. Все равно он получит так и так плюс 4 монетки сверху. И вот это вот колечко я бы закинул все-таки в орка-охотника, чтобы намного раньше закатил своего кабанчика. Типа, лучше, чтобы он закатил двух своих кабанчиков, нежели не смог бы закатить. Ой-ой-ой, крутись, вертись. Я так понимаю, он уже принял осознание того, что он мог себе взять уровень. Эх. О, еще неплохая реликвия вам упала. Я думал, намного будет хуже. Но нет. 2 трента. Оу май. Возьмем? А зачем активировал сейчас с реликвией яиц? Не понял. А зачем конкретно сейчас активировать реликвию яиц? Ты мог бы там, ну не знаю, в мидгейме, в лейтгейме активировать, чтобы уже понимать, какой билд ты хочешь. Типа, я бы активировал реликвию яиц только тогда, когда я знал, что я хочу, вот, допустим, конкретную фигуру, собрать 3 звезды и все такое, и уже начинать ее как бы апать. Так вот, по поводу инсектоидов.
Вот чел играет 20 игр на инсектоидах. Не знаю, в чем ему интерес, но это ладно, проехали. Но меня больше прикалывает то, что да, я знаю, как контрить инсектоидов. Я знаю, как против них играть и все такое. Это очень сложная синергия, очень сложно ее контрить. Но на самом-то деле эм, ничего сложного там нет от слова совсем. Ну просто я не хочу играть 24/7 одним и тем же билдом. Не хочу. Вот вы хотите играть на, том же, на одном и том же билде. Вот, допустим, боги-орки отчасти легко контрят инсектоидов. Отчасти. То есть, если грамота все собралось, рано все поприходило, то очень легко контрить инсектоидов. Да любой плотный билд очень легко контрить инсектоидов. Да не только плотный билд. Вот, допустим, вы собрали себе гритеров, поставили себе Марси, тоже условную, да, у вас там более-менее хороший предмет. Все. Марси порвет всех инсектоидов. Даже эта легионка под гритерами с хорошими предметами будет рвать и метать всех подряд. Ну, типа, хотите ли вы играть на одном и том же билде? Я не хочу, допустим. Мне нравится экспериментировать. Вы сами видите, что я на стримах и в целом пытаюсь что-то не метовое собирать. Поэтому вот. Легко контрить инсектоидов. Очень легко. Но я не хочу играть 24/7 на одном и том же билде. Все. Я хочу кайфовать от игры. Поэтому, ребят, ну, сами вы прекрасно все понимаете. Шаман солнечный пришел. Хорошо. Будет ли он идти будет идти в уровень, окей. Интересно, он на 7 уровне будет ролиться или не будет ролиться? Потому что, когда... Ну, ему надо усилиться. О, антимаг. Понял, принял. Хитрец, антимаг. Фулл инсектоиды. Фет. Что-то знакомый такой ник Фет. На инсектоидах. Ну, не помню. Что-то такое знакомое, но не помню конкретно. Там, кстати, тоже бог... Бог-орк собирается. Но я надеюсь, он накажет инсектоидов. Инсектоиды должны страдать. Запомните. Инсектоиды должны страдать. Страдать 24/7. Они должны на бутылке вертеться, крутиться. Ну, вы меня поняли. У него нет усиления, и все плохо. Типа, ему нужно усиление адекватное. Ему нужно хотя бы, чтобы Джаггер 2 звезды пришел. Нужен Джаггер 2 звезды. О, спасибо за орка шамана. Хоть какое-то усиление, хоть что-то. Спасибо тебе большое. Кстати, вдруг кто сейчас не знает, то крутилка Джаггера работает следующим образом. Она зависит от скорости атаки. То есть сейчас не в секунду наносится урон, а зависит от вашей скорости атаки. То есть если у вас хорошая скорость атаки, то Джаггер будет раскручивать, будет здоров. Буквально парочку предметов. Парочку. Ему на самом деле не хватает сейчас Рубика. Поставить Гримтач, и у него будет, соответственно, 4 бога. Но... Да. Там уже есть антимаг, уже будет трудненько. Самое больше меня триггерит то, что там есть инсектоид. Вот с инсектоидом будет огромная проблема. Это тот чел, который, ну, 1 IQ гейм будет сносить очень много в табло. У него 91 хп, 50 плюс монет, ну, вы сами понимаете. И Джаггер пришел. Обалдеть, явился, не запылился. Явился, не запылился. Интересно, будет он ролить? Или не будет ролить? Угу. Но я думаю, сейчас вот уровень он взял. И следующие раунды он будет ролить. По крайней мере, у меня есть такое предположение. А вот как оно будет в действительности, это мы узнаем. Просто у него 49 хп, 53 монетки. Я бы на его месте, наверное, поролился, так как есть у него реликвия яиц. И он может спокойно себе Джаггернаута сделать 3 звезды. А сделает Джаггера в 3 звезды, то... Жизнь покажется немножко медом. Немножко. Немножко, потому что... Исчерпывающий ответ, да? Кто вдруг не знает, кстати, двойные клыки работают следующим образом. Типа, вот видите мобов в кучу, то вы берете двойные клыки, закидываете в какого-то персонажа, и по всем мобам, чуть ли не по всем мобам летит урон. Это очень крутая тема. Давай. Мифриловый доспех хочется, но не будет брать, да? О, вот это вкусное зеркало. Мне нравится зеркало, ребята, вам. Можно посмотреть на свое шокированное выражение лица. Ну так, момент истины. Ролишь или не ролишь? Ролишь, хорошо. Ролишь. Окей, Джаггер идет, хорошо. Надо яички. Яички нужны. Антимаг скипает на мужика, красава. Уважение и почтение таким людям, которые скипают вот так вот антимагов и тому подобное.
Тут просто, ребят, скипает мету. Поэтому что? Лайк. Бегом поставь свой лайк и комментарий от 3 слов. Поддержи этого малого человека, который играет не на мете. Не играет на вот этих вот инсектоидов, да. О, давай, крути его, крути. Давай, вот этого инсектоида просто разорви по полной программе. Души, души, души. Минус 12. Мало, надо было минус 40. Знаете, надо, короче, ввести льготу, чтобы, когда против тебя попадается инсектоид, ты его вот так вот разочек чпук, и ему минус 50 сразу в табло чпук. Вот так вот. О, яичко. Выйдет из инкама? Ну-ка. Давай, рискуем. Рубика Да. Да. Вкусно. Вкусно, но он Рубика пропустил, кстати. Это обида. Но он будет дальше сейчас сидеть. А есть ли смысл от гримтача, если у тебя никого нету? Ну ладно. Итак, ранний Джаггернаут это отлично. Отлично. Сейчас, конечно, антимаг. Ладно, антимаг я не взорвал. Но смотрите, трехзвездочный Джаггера нанес 5000 урона. И однозвездочный антимаг нанес 5500 урона. А? Баланс? Естественно. Да. Как мне писали на стриме, типа, а зачем его нерфить? Ну, типа, зачем антимага нерфить, зачем анкикинга нерфить? Типа, если их понерфить, это будет уже не то. А что, ребята, вы думаете на этот счет? Так, раса древних, поехали. Меня больше смущает чел, который играет сейчас на жрецах, потому что он может у него стырить. Ну, сейчас не стырит, но попозже может стырить Джаггернаута, и будет печально. Кстати, рейд ночных зверей сейчас можно юзать даже на 15 раунде. Почему? Потому что, смотрите, вы когда будете играть на эльфах, вот вы собрали, короче, волшебников, собрали фулл эльфов, активировали рейд ночных зверей, и вы получили тонну бабла на 15 раунде. Естественно, это будет работать только в том случае, если у вас будет тренд в 2 звезды хотя бы, чтобы хилить было. Чем? Крутая тема, на самом деле, рейд ночных зверей сейчас. Типа сейчас реально можно пораньше активировать, чтобы тупо получить бабки. Даже не за предмет, а тупо получить бабки. Все, сейчас он выходит в 50 плюс монет. Начинает жестко инкамить, жестко выходить в уровень. И молимся, чтобы ему пришло все как надо. Но будет играть через Джаггернаута. Это хорошо, это отлично, это прекрасно. Это прекрасно. Кстати, я буду играть в понедельник в соло-ранг. Будем поднимать ферзя обратно, потому что что? Новый сезон, все дела. Поэтому будем страдать, будем страдать. Хотя на самом деле стрим же будет в понедельник, то есть завтра. В 6 часов, я думаю, к тому времени уже самые задроты инсектоидные будут уже находиться где-то на короле и тому подобное, и они мне в жизни не попадутся. Надеюсь, по крайней мере. А не хочешь продать одного орка-охотника? Выйти в 50 монет плюс пораньше. А? А? Нет? Ну ладно. 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 Дум. Бери дума. Ну нет, так нет. Ему надо выходить уже в уровень. Ну, сначала он идет Рубик, а потом пойдет в уровень. Почему? Потому что ему нужно поставить 4 бога, чтобы он вечно крутился. Сейчас, кстати, раунд с мобами. Посмотрим, что будет. Будет предмет еще ролить. Я, кстати, не обратил внимания, какие тут реликвии. Надо сейчас будет посмотреть. Надо сейчас будет посмотреть, что по реликвиям. О. Хаотичный договор, классная тема. Мета вообще шикарная тема. Если он будет хорошо выигрывать, ему нужно будет мету взять. Но если ему придет хаотичный договор, я бы на его месте взял хаотичный договор. Все-таки как-никак, это очень полезная шмотка. Предмет 3-го тира на дороге просто так не валяется. Ну, не, ну, в принципе, хорошая реликвия. Можешь там, не знаю, убийц заблочить, к примеру. О. Миндальная связь. Законнектились чисто. Только об этом сказал, он такой... Взять.
А Инчу не пикает. Ой-ой-ой, минус почтение. Минус почтение за то, что ты не пикаешь Инчу. У тебя же целых 2 Инчи пришло. Вот так вот вот. Вот так вот вот. Целых 2 Инчи пришло. Не инкамишь, не инкамишь. Ой, не инкамишь. А предмет не хочешь попробовать рольнуть? Или молния тебе, в принципе, окей. На самом деле у него ситуация так себе. У него есть как бы 2 предмета, которые не очень хорошо ему идут. Ему бы предмет 3-го тира нормальный найти. Ему либо драконий рог нужен. Короче, ему нужны какие предметы 3-го тира? Драконий рог, посох 3-го тира и бусы. Это идеальные 3 предмета, которые вот нам необходимы его из 3-го тира. Но, в принципе, бусы не так важны, потому что здесь есть Варлок. Это легендарный орк-чернокнижник, и с ним он может поставить себе чернокнижников и, соответственно, иметь 20% от хила. О! О! И, кстати, ему могут, если тут до конца чел будет сидеть на супер-омега скилловом билде в виде инсектоидов, то... А, там у него уже 49 хп. Я надеюсь, ему табло оторвут по полной программе. О, тролль 5 раскрыт. Все, надо уровень брать. Правильно. Он сейчас возьмет уровень, поставит себе 6 орков, у него будет тонна хп, он будет намного живучее, плюс у него сейчас посох 3-го тира, он его настакает. Единственное, что ему нужна мана. Короче, если здесь будет инсектоид, он берет вот эти двойные клыки, просто инсектоида будет рвать очень жестко. Под посохом 3-го тира там урон будет, соответственно, по двоим идти, то есть, ну, по всем дубликатам будет идти, это будет жестко. И, ребят, что я хочу сказать по богам оркам. Самый простой и очень такой самодостаточный билд. Почему? Потому что очень сильные фигуры в этом билде. Очень сильные фигуры. Тут как бы гадалки не ходи, фигуры очень-очень-очень сильные. Типа, ну, ничего себе, там Варлок уже. Прикольненько. Обидно. Там у Варлока, кстати, Джекира раскрылся. Интересно. Там у Варлока просто, когда он вызывает своих големов, у них максимальное магическое сопротивление. По-моему, 80% магического сопротивления. Ну, там инсектоид, он просто посмотрите на него. Ладно. Так вот. Так вот. Боги-орки, сами по себе орки, они очень самодостаточны. Смотрите, Джаггернаут со своей крутилочкой вечной, у него будет очень много магического урона, он защищен, соответственно, от всяких контролей и тому подобное. От дуба не защищен, но защищен, по сути, от всего остального, кроме еще башера 4-го тира. Вечно крутится, соответственно, его магии не пробиваешь, все такое. Орк-шаман, который за 2 монетки, у него сайленс дает в радиусе, чистым уроном, под богами там вечный сайленс, по сути, он накручивает. Орк-охотник суммонит кабанчиков. 3 типа кабанчиков, прям, ну, вообще то, что доктор прописал. А еще Дум прилетел в Джаггера. Идеально. Идеально. Обидно. Вот то, что я говорил, что ему нужен драконий рог. Если ему сейчас упадет драконий рог, все будет хорошо. Не упадет драконьего рога, будет печально. Хотя, на самом деле, даже если драконий рог упадет, то ему могут табло снести. Ой, как могут табло снести. Да. И орк-шаман 5, который дает AOE Silence, плюс Варлок, который тоже суммонит своих големов, которые спамятся, выжигают чистым уроном, там прям сок. Ну, орки сами по себе, они самодостаточная синергия. Это, по сути, как нежить. Ну, если Банши была бы в 3-м тире до сих пор, то как нежить. Нежить тоже самодостаточна, но просто на вне мета из-за того, что есть долбанные инсектоиды. Типа... Короче, вы сами прекрасно понимаете, что такое инсектоиды, с чем их хавают. И ой, ты тварь на антимаге. Чтоб ты долго жил. Так, хорошо, жрица хил свой накинул. Окей, да. Джаггер поживет, настакает сейчас свой посох. Раскрути этого молодого на бутылочке. Крути, 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 крути. Ребят, без обид, если кто-то из моих подписчиков играет на инсектоидах. Поэтому, ребят, смотрите, давайте так. Если вы лайк поставите, комментарий 3 слов, то я вас, соответственно, прощаю за то, что вы играете на инсектоидах. Угу. Вот такой вот у нас договор с вами. Угу. Выходит из инкама, чтобы поставить себе фулл орков, для того, чтобы у него Джаггер переживал. Да. Все так. Кстати, раунд с мобами.
Я- Короче, он даже сейчас сам это осознал. В общем, он сейчас вышел тупо весь из инкама, сделал себе уровень, хотя он мог еще немножечко потерпеть, буквально 2 раунда, и сэкономить по деньгам. Но я так понимаю, он просто понял, что его инсектоид провал, у него там 5-я точка начала кипеть, и он такой: тварь! Тварь, ты бесполезная на инсектоидах! И такой уровень. Давай, драконий рог. Драконий рог, и все будет хорошо. Даже если ему бусы 3-го тира не придут, драконий рог ему сейчас кровь из носа необходим. Если ему придет варлок ранний, он тупо может поставить следующее. Он может поставить себе кого? Правильно, баф чернокнижника, в нем будет 20% от хила, причем у всех. О, Некор, кстати. Кстати, о птичках, Некор. Некор это хорошо. Блин, как же я хочу попробовать записать Некра, ребята. Вы просто себе представить не можете, насколько я хочу поставить Некра. Ой, записать Некра. Новый Некор. Под спелпризмом, под посохом 3-го. Там же магический урон наносится от посоха, не помню. Честно, не помню, из головы вылетело, наносится ли магический урон с косы или нет. Но сама суть то, что хочется гримтача в 3 звезды собрать, Некра вот этого собрать. Спелпризм ему взять, вы прикиньте, под богами, что там будет. Там у него минимальное КД, он будет наваливать. Антимаг с МКБ, понял, принял. Да. Это... Давайте так, ребят. Пишите в комментариях, сколько времени понадобится разработчикам, чтобы пофиксить антимага и Манки Кинга. Я ставлю год. То есть у меня ставка это год. Через год антимаг будет пофикшен с Манки Кингом. Вот. Кстати, кто уже не знает, то когда бабка юзает свою способность, вот это вот настреливает типа минус броню, то минус броня не стакается. Потому что Джаггернаут находится в своей крутилке. Джаггернаут в своей крутилке 90% дебафов выйдет. Не выйдет Doom, потому что Doom, БКБ не выйдет с Думом и тому подобное. Но я бы на его месте не ролил бы сейчас. Я бы все-таки еще немножечко, наверное, подождал бы и выходил бы в этот, скажите, я вам скажу, в 10-й, чтобы найти Варлока и вдруг чего поставить еще одного чернокнижника, чтобы был отхил. У него бусы есть, в принципе. Не сильно-то и критично. Но просто можно 10-ю фигуру какую-то хорошую поставить. Например, Дума. Дум хорошо будет смотреться. Дум во все билды вообще хорошо смотрится. Интересно, что он Джаггернаута будет еще брать. Но по сути у него сейчас почти полный кап. Ему нужен только драконий рог 3-го тира, чтобы сразу инкастовок крутить. О, Некор. Ноп. Какая-то странная анимация у Некра, если честно, на способности. Кстати, вот интересно, как она работает в крутилочку. Странная, короче, анимация у Некра. А ну-ка еще раз. Но урон вообще... урон у него все-таки чистый у этого Некра. Ага. Интересно. Ну, кстати, смотрите. 10-й может взять. Придет ему Некор. И он может, соответственно, поставить Некра. 10-я фигура тоже будет неплохо. В 2 звезды соберет. Под минимальным КД нормально так будет урон наносить, как по мне. Причем это чистый урон. Но по сути там будет у чувака меньше половины хп, он тупо его ваншотать будет. Но я хочу все-таки попробовать этого Некра записать. Очень хочу записать этого Некра. У всех так мало хп осталось на самом деле. Сейчас скоро все уже будут вылет... Нет! Пожалуйста, не надо! Дядя, не надо! Крутилка сбросилась. Крутись, крутись! Как хорошо, что у него Джаггернаут не сразу начал крутиться, потому что если бы он начал сразу крутиться, он бы, скорее всего, перерезал бы всю его толпу. Фу.
Фух. Мне жарко стало. На самом деле, погода так на улице жесткая. О, Омник. Омник! Какой там некор. Ребята, Омников 2 звезды. Под его билд на 10 уровне. Вечный щит. И вообще плевать. Особенно там нет чистого урона. Вообще плевать. Просто. Там у противников нету чистого урона. Ну, кроме... Там есть один Опа. Чиназис. А, да, вот чистый урон, кстати. Тогда без посоха 3-го тира. Да бери яйцо. Бери, пригодится. Короче, смотрите сейчас, как все происходит. 10 уровень. Омников 2 звезды. Щиточек, соответственно, накидывается. Вечный. И ты просто кайфуешь от игры. 60% бесконечного щита. Это имба. Его тупо никто не сможет уничтожить. Я уже показывал всю мощь этого Омника. И вот новый Омник мне намного больше нравится. Единственное, его нужно сразу 2 звезды собирать. Типа. В 1 звезду, конечно, приятно, да. Но вот в 2 звезды это уже то, что доктор прописал. Ой, ой. На самом деле, новый Омник убивает половину... Вот убийц вообще убивает напрочь. Просто напрочь убивает убийц. Потому что они 0 урона наносят. 0. Ок. У него, кстати, сейчас скорость атаки 0.9. Теперь раз в 0.9 секунд у него будет крутилка наносить урон. Ему, кстати, надо немного больше скорости атаки сделать, чтобы намного лучше сносил всех. На самом деле, типа, какой я вижу вот супер омега билд на Джаггере? Посох 3-го тира, драконий рог. Если отхил есть, то, соответственно, окей, но а так нет. Маска 5-го тира, либо бусы, одно из двух. Лучше, конечно, маска 5-го тира. Мьёльнир 5-го тира, щит 5-го тира и дальше по ситуации. Вот это я вижу идеальный билд сейчас. Почему Мьёльнир? Потому что, смотрите, Мьёльнир 5-го тира, когда вас бьют, могут сработать молнии. Когда вы бьете, могут сработать молнии. Плюс дает очень большое такое количество скорости атаки. Это очень приятная тема. Поэтому вот так вот вот. Вот так вот вот. Там можно сделать уже Гернаута, по сути, 0.6 или 0.7 скорость атаки. Ну, короче, тычка раз в 0.7-0.6 секунд. Короче, приятно. Короче, приятно. Так, инсектоид отлетает в топ-8, надеюсь. Топ-7, топ-7. Давай в топ-7 отлетай, инсектоид. Ну, тебе здесь не рады. Я надеюсь, ты отлетишь в топ-7. Ну, кстати, он может предмет 1-го тира искать. А он и будет, наверное, искать. Потому что там есть чел, который играет на этих, на жрецах. О, как. Угу. Вряд ли, конечно, он проживет еще 10 раундов, но, в принципе, пойдет хаотичный договор. Как минимум, инкам он сэкономит свой. А может... Ну, он против инсектоида берет эту перчатку, чтобы сразу дубликат схавать один. То есть... Ай-яй-яй! Да, лучше бы ему палка пришла. У него было бы 0.8 или 0.7 скорость атаки с 2 палками. Там 0.8, по-моему. «37 хп. 33, 30, 22 и 21. Короче, тут сейчас все решится за несколько раундов. Абсолютно. Абсолютно. А не хочешь выйти в 50 монет? Продай Марса. Ты, конечно, скорее всего, раунд выиграешь, но продай Марса. Бедный Марс. Настолько актуальная фигура, что ты его хочешь продать в первую очередь. Накажи. Давай. Долой инсектоидов. Минус инсектоид. Души, 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 души. Красава. Красава. Плюс уважение такому молодому человеку. Плюс уважение. Давай. Там еще орк-жрец у него в 3 звезды присумонился. Вы прикиньте вот того инсектоида. Фу. Я когда говорю слово инсектоид, у меня во рту привкус. Ну, вы сами понимаете. Бай-бай! Жалко, что ты не в топ-7 отлетел. О. А, там жрец есть? Я что-то не заметил. Опа, чирик. Опа, чирик. Сейчас у него будет крутилка раз в 0.6 секунд работать. Ну там жрец есть, я что-то протупил немножко. Там жрец остался живой. Если остался жрец живой...
Амину. Там есть чел вот этот на топ-1, у него антимаг. Вот это вот плохо. Ну ладно, смотрим дальше. По усилению у него туго идет. Ага, это маг. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, как много урона прилет. Ой-ой-ой! Не, мне нравится, когда Джаггернаута так бафнули. Хотя на самом деле они, по-моему, неоправданно его бафнули. Типа, раз в 0,6 секунд у него работает крутилка, это слишком сильно. Реально слишком сильно. 500 урона. Вкусно. Так, бог-жрец сдох. Отлично, выпало 6 предметов. Давай, предмет первого тирочки. Давай, палочку. Там жрецов нет, то я не думаю, что появится жрец. Поэтому можно, в принципе, рольнуть. О, да. О, да. То есть у него сейчас... сколько примерно? В секунду у него 270, 540 умножить на 300, на 3, это 1500. Короче, 1620 урона у него в секунду, прикиньте. 1620 урона. У него же сейчас крутилка зависит от скорости атаки. Это имбулька. Это имбулька. Давай. В белом танце кружимся. Ну давай, проснись ты и пой. Крутись. Жить. В белом танце кружимся. Сегодня мы с тобой Извините, фляга потекла. На самом деле, если бы он не был такой плотный, он уже давно бы сдох. И у него 21 хп, вы понимаете, что это сейчас одна ошибка, и ты ошибка. Ну, прикольно то, что у него вот такая вот крутилка мощная. Ему бы немножечко повезло с предметами по-другому, он бы вообще бы там разваливал. У него сейчас хорошие предметы. Ему драконьего рога тупо не хватает. Тупо не хватает драконьего рога, чтобы он начал крутиться и все. И так, знаете, как шашлык. Марсе 3 звезд, антимаг. Но антимаг не имбовый, там 100% керри. То есть у него, смотрите, сам прикол в том, что у чувака есть Марсе 3 звезды, он керрит антимага. Ну, это о чем-то говорит? Я думаю, нет. Вообще ни о чем. Дум прилетел. Ай-яй-яй. Ну, антимаг 12 тысяч урона нанес, если что, на секундочку, 2 звезды. Чертильник. Кто вдруг не знает, то вот этот рог первого тира не работает, если что, на орка-жреца. То есть на его суммоны не работает. Раньше работало, теперь не работает. О, ор-жрец, здорово. Явился, не запылился. Если он честно проиграет антимагу, я не удивлюсь. Ну, не удивлюсь от слова совсем, но я надеюсь, что он все-таки его вынесет, я в него верю. Антимага нужно наказывать. Инсектоидов, антимагов, манкикингов, надо просто так вот разрывать по полной программе. Хотя на самом деле боги-жрецы тоже, точнее боги-орки тоже метовая тема. Но лучше на богах-орках играть, чем через антимага и тому подобное. Магическая призма, хорошо. О, Блэкинг Бар. А ему некому засунуть, кстати, этот предмет. Он может попробовать драконий рог найти. Может, драконий рог? Имба. Как по мне, щит пятого... О, орчинок. Не, я бы на самом деле на его месте взял бы щит 5 тира. Щит 5 тира это слишком лютый предмет. Во-первых, смотрите, против него есть чел, который играет на Думе. И этот Дум, он может жестко душить.
Очень жестко душить. Особенно, если Дум будет прилетать только в Джаггера. Если в Джаггера, соответственно, прилетать он не будет, то, в принципе, плевать. Ставят отхил, окей. Баф двух чернокнижек. Ну, у тебя же есть бусы, типа, зачем тебе этот отхил? Ему в идеале нужен омник. Кровь из носа, ему необходим омник. И, кстати, против убийц тоже хорошо работает. Но он сыграл на гарантию, давайте так говорить. Он сыграл на гарантию, он играет через бессмертие, и бессмертие может ему помочь. Очень жестко помочь. Омник, отлично. Имба. Как я уже ранее говорил, Омник это тот персонаж, который ломает все синергии. Ну, не все синергии, а физический урон напрочь. Нужен Омник, пожалуйста, Омник, приди. Да плевать на тролля, Омник дай. Омник. Да ну падла на Омнике, ну приди ты. Ну! Ну ты шелупунь. Шелупунь бесполезная. Поставь его только посередине, потому что хватать радиуса не будет. Надо Омника посередине поставить, потому что радиуса не будет хватать, не доставать. Или будет хватать. А ну сейчас посмотрим. По-моему, не будет хватать. Да, не хватает радиуса. Не хватает чуть-чуть радиуса. Надо поставить его ближе, этого Омника. Ай-яй-яй. Ну, больно от убийц, больно. Но на самом деле, я же говорю, что был бы щит 5-го тира, то, скорее всего, бы такого урона не было бы. Но он сыграл на гарантию. Я не осуждаю бессмертие. Бессмертие имба. О! Хорош! Во! Имба. Красиво, красиво. Красивая каточка. Но я больше удивлен... Ну, вы сами видите, да, там у чела Марси в 3 звезды. Но там чел тоже как-то, ну... Ну, вот у него Марси в 3 звезды. Почему ты не хочешь поставить себе 4 морских, 6 эльфов? Это не так. Или так? Ну да, он может, по-моему, 6 эльфов поставить, 4 кунг-фу и 4 морских. Ну, 2 морских, как минимум, точно можешь поставить. Почему этого не сделать? У тебя такая Марси. Ну, челы вот... Антимаг. Все, у него глаза, знаете, налились кровью. Антимаг. Зачем думать, когда можно не думать, правильно? Правильно. В общем, что я хочу сказать по каточке. Каточка была добротная, классная, тупо лайк за нее ставлю. Инсектоид разорван полностью, вообще уважение и почтение. Метовых героев, по сути, не брал. Да, он играл через метовую синергию боги-орки, но это все равно круто. Новый Джаггер. Мне новый Джаггер нравится, будь здоров. Некоторые моменты я бы сделал по-другому, но, в принципе, не критично. Мне в целом каточка зашла. Поэтому, ребят, что думаете вы по поводу этой катки? Вы напишите в комментариях. Не забудь также поддержать меня лайком. А если тебе нечего добавить по поводу этой катки, то просто оставь комментарий 3 слов, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций, и мне было приятно. Если ты еще на меня не подписан, то подпишись, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также у моего канала есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!